Следующая наша остановка в замечательном музее скульптуры и прикладного искусства Барджелло Бенвенуто Челлини. Челлини – это такая довольно противоречивая фигура, великий скульптор, без всякого преувеличения. Личностью он был, по всей видимости, не очень приятной. Как говорил Бродский, трудно оставаться на одной высоте и в искусстве, и в жизни. Что-то должно уступить, и лучше уж в жизни, чем в искусстве. Но поскольку это вещи связанные, Челлини все время приходилось как бы доказывать себя, во многом потому, что этого гордеца, импульсивного и дрочливого, не любили. Даже и те, кто преклонялся перед его удивительным талантом. В своей автобиографии он часто жалуется на плохое с ним обращение окружающих. Однако, если посмотреть на факты, то он такое обращение вполне заслужил. Как и позже Караваджо, Челлини моментально хватался за кобуру, за клинок, если ему только казалось, что кто-то собирается посягнуть на его честь, славу или вообще косо на него посмотреть. Именно таким образом он защищал свою честь. Можно вспомнить Микеланджело, который не всегда кланялся даже папам. Однако это ведь совсем иное. Удивительно, кстати, что Челлини и Микеланджело были современниками и многие десятилетия творили одновременно. Ведь кажется, что они принадлежат к совершенно разным временам, настолько кардинально различается их искусство. Хотя, надо сказать, что Микеланджело оказал огромное влияние на Челлини, как и многие другие, например, Триболо, о котором разговор впереди. Ладно, нам больше интересно его искусство, чем его характер. Хотя без некоторых ссылок на характер будет непонятно и его искусство. Несмотря на огромное влияние Челлини на всю последующую историю архитектуры, его слава во многом основана на одной работе. На этой бронзовой статуе и ее окружении, которая произвела фурор сразу же, как только была закончена. Более того, Челлини и задумывал ее так, чтобы она сразу была признана шедевром. Ведь второго такого мастера саморекламы было поискать. Но по порядку. Прежде всего, дело в том, что Челлини был ведь не только скульптором, а еще и ювелиром, и рисовальщиком, и даже поэтом. В те времена ведь было принято обучать молодых людей более чем одной профессии, причем на высоком профессиональном уровне. В частности, изучать книги Витрувия и Леона Батиста Альберти. Кем стать, когда молодой человек вырастет, он потом решит сам. Но чтобы сделать этот важнейший в жизни выбор сознательно, молодой человек должен быть к нему подготовлен. Так считали в то время флорентийцы. Именно такими разносторонними гигантами были и Брунеллески, и Гиберти, не говоря уже о Донателло, Леонардо или Микелоццо. Практически о всех о них мы говорили в предыдущих фильмах. А Челлини неординарность сопровождала всю жизнь. Он даже родился во Флоренции не только в 1500-м, очень круглом году, но и в День всех святых, который празднуется с IV века. Челлини было 19, когда он отправился в Рим. Не столько, чтобы учиться, сколько, чтобы покорить,
такой вот растеньяк своего рода. Долгое время он курсирует между Римом и Флоренцией, работая и там, и там. И карьера его долго не складывается, несмотря на то, что он пишет в автобиографии. Судить об этом можно, например, потому, что некоторое время он рассматривал вариант карьеры музыканта в качестве члена папской капеллы, в чем, кстати, поддерживал его и отец. Однако постоянная зарплата, а главное – отсутствие большой известности эту буйную натуру никак не устраивали. По-видимому, главной движущей силой Челлини и было стремление к славе. Ну, а в остальном он мог служить идеальной иллюстрацией к образу куртуазного шевалье, которого Бальдасаре Кастильоне описал в своей книге, которая, кстати, судя по тиражам, была в те времена самой читаемой книгой в Европе. Конечно, после Библии. То есть честь следует защищать либо клинком, либо пером. Челлини владел обоими, и отменно. Он, кстати, был хорошим военным. В 1527 во время страшного разграбления Рима Челлини в качестве артиллериста защищал папу Климента VII де Медичи, осажденного в замке Святого Ангела. Правда, после смерти Климента VII новый папа посадил Челлини в тюрьму в том же замке Святого Ангела, который тот защищал. Освобожден Челлини был по просьбе французского короля. После этого он работал на Медичи во Флоренции и Гонзага в Мантуе, Д'Este в Ферраре, а также в Венеции, Неаполе, Милане, Падуе, снова во Флоренции. В списке его клиентов Строцци, Арсении, Форнезе. Нет, наверное, ни одной знатной фамилии в Италии, на которую бы Челлини не работал или не был бы с ней связан так или иначе. В конце концов, он оказался во Франции, где был представлен королю Франциску I. Челлини предложили довольно значительную стипендию при дворе. Здесь же работал и Триболо, вот его богиня природы, созданная для Фонтенбло. Челлини был, кстати, крестным отцом сына Триболо. Именно для короля он сделал самую известную свою миниатюру, вот эту золотую солонку, которая поражает и сегодня. Она находится в Kunsthistorisches Museum в Вене, и отойти от нее невозможно. Сверху фигуры Нептуна и Диметры, ниже несколько маленьких фигур, мы еще о них поговорим. Дельфины, рыбы, сказочные животные, невозможно все описать. И все это выполнено настолько безукоризненно и с таким вкусом. Дизайн, хотя и слова-то такого не было. Продуманность всех деталей, их исполнение просто поразительны. С какой стороны ни посмотри и на каком приближении ни посмотри. Кто-то из экспертов сказал про нее, и эта метафора закрепилась: «Мона Лиза искусства скульптуры». Солонка эта считается одним из самых ценных экспонатов отдела прикладного искусства музея. Насколько мне известно, оценка ее 60 миллионов евро. И в 2003 году некий человек, специалист по системам security, ее украл. Видимо, неплохой был специалист, понял, как это можно сделать, скотина. Разбив стекло, залез ночью в музей,
разбил стекло в шкафу, вот так там в этом музее секьюрити была устроена, украл солонку, спрятал ее где-то там в лесу, закопав в свинцовом ящике, но на какую-то видеокамеру все-таки попал через пару лет, когда стал требовать выкуп. И пришлось ему сдаться. Посадили его только на 4 года, к сожалению. Я бы наградил его куда большим сроком. А солонку вернули на место, и секьюрити вроде бы улучшили. Ну да, Челлини сначала сделал восковую модель и предложил ее кардиналу Ипполиту d'Este. Тот сказал: «Ну что ты, слишком дорого». Но Челлини эта идея, видимо, запала, так сказать, и через несколько лет он сделал эту солонку для короля Франциска I. В автобиографии Челлини пишет, что у короля, так сказать, в забу дыхание сперло, когда он ее увидел. Ну, было отчего. Франциск I в искусстве толк знал. Ну вот, интересно, что Нептун – это практически автопортрет. А вот эти фигуры – явная цитата из знаменитых статуй Микеланджело в капелле Медичи. А для фигуры нимфы Челлини, по всей видимости, позировала его подруга Катерина. Он, кстати, всегда настаивал, что работается ему лучше с живой натуры. Женолюб он был еще тот. Она же потом свела его с некой 15-летней девушкой, которая и родила Челлини его первого ребенка. В общем, хорошо Челлини было при французском дворе, однако он хотел вернуться в Италию. В конце концов, он просто сбежал от короля и в 1545-м явился пред светлые очи великого герцога тосканского Козимо I на его виллу в Поджио-а-Каяно, о которой мы уже несколько раз говорили в других фильмах. Вот тогда-то он предложил, или ему было предложено, создать статую Персея для Пьяцца де ла Синьория. Челлини был к этому времени уже знаменит, однако не во Флоренции. А поразить Флоренцию было сложно после Донателло, Вероккио, Микеланджело, Гиберти и многих других великих. Мы много говорили о скульптуре во Флоренции в фильмах об Арсан-Микеле. Ну вот, а на площади к этому времени уже стояли 2 работы величайших гениев скульптуры – Давид Микеланджело и Юдифь Донателло. Поэтому флорентийцы над Челлини, точнее, над его потугами стать вровень с великими, смеялись. Его Персей и задумывался как ответ насмешникам, и своей цели он достиг. И дело тут не только в соревновании с великими. Хотя на площади было полно великолепных работ, эта должна была стать первой, созданной в правлении Козимо I. Это было очень важно для Медичи, которые только что вернулись в город после очередного, последнего изгнания. Кроме того, существовала легенда о том, что род Медичи пошел от Персея. Кроме того, в начале своего правления Козимо I пришлось удерживать трон драконовскими мерами, в том числе казнями предводителей антимедицейского восстания после их поражения на поле боя. Кроме того, в тот момент Флоренция в очередной раз, кажется, в последний, воевала со Сиеной, и даже с этой стороны статуя пришлась весьма кстати. В общем, и художественную, и политическую нагрузку Персей Челлини нес огромную. В случае неудачи
Оставаться в родном городе ему было бы бессмысленно. Он никогда бы не восстановил свою репутацию. Ну вот, восковая модель, она стоит в этом же зале, была окончена в несколько недель. Уже в ней видны и уверенность, и понимание динамизма, пластичности фигуры. Увидев эту модель, Козима, который пристально следил за проектом, воскликнул: «Да это будет самая красивая статуя на площади». Теперь, кроме этой модели, есть всего еще одна, бронзовая, которая, по-видимому, создавалась как фонтан в центре большого обеденного стола. Это было модно. Уж очень аккуратно она сделана и тщательно отполирована. Но никаких других моделей то ли не сохранилось, то ли, скорее всего, не было. Что еще раз говорит об удивительном таланте Челлини. Несмотря на все восхищение восковой моделью, Козима не верил, что скульптура такого размера может быть отлита из бронзы целиком. Еще и из-за сильно вытянутой руки с головой медузы. Уже полвека никто во Флоренции не отливал из бронзы ничего похожего по размерам. А тут целиком. Даже Донателло отливал свою Юдивь по частям. Потребовался весь напор Челлини, чтобы переспорить великого герцога и уговорить его дать мастеру попробовать. В конце концов, Челлини оказался прав, хотя сильно рисковал и тут. Он чуть весь дом не спалил, когда отливал Персея. В своей автобиографии он подробно описывает весь процесс, включая его химическую сторону. Однако, изучив химический состав статуи, исследователи обнаружили, что он и тут несколько преувеличивает. Что неудивительно. Его автобиография наполовину состоит из преувеличений. Существует, кстати, миф о том, как больной Челлини лежал в постели, ночью разразилась гроза, похолодало, Челлини испугался, что его ассистенты не смогут поддерживать высокую температуру в печи. Он вскочил с кровати, побежал в мастерскую, увидел, что так оно и есть, и закричал: «Бросайте в огонь что угодно, поддерживайте температуру, бронза застывает». Это, скорее всего, миф, потому что Челлини никому не доверял отливку Персея, а занимался ею сам. Еще раз, это была технически труднейшая задача. Конечно, Персей и Медуза отлиты отдельно, но каждая скульптура целиком. Создание полнофигурной группы было трудной для него задачей, особенно, снова, если учесть, где эта группа должна была стоять и с какими скульпторами, так сказать, конкурировать. Да и сама лоджия Деи Ланци была построена великим Арканьей в конце XIV века. Хотя, может быть, и не им, а Бенчи Дичоне и Симонетто Ленти. Вопрос до сих пор открыт. И рядом стояли работы Донателло, Микеланджело, Аманати, Бандинелли. Интересно, кстати, что все статуи на площади были тем или иным образом связаны друг с другом и с разными эпохами в правлении Медичи. Сами эти связи – очень интересная тема для исследования. Интересен и пьедестал статуи, в создании которого Челлини помогал Франческо Ферруччи дель Тадо и еще несколько скульпторов. По углам головы Козерога, астрологического знака Козимо.
В нишах 4 замечательные статуэтки, связанные с историей Персея. Его отец Юпитер, Афина и Меркурий, которые помогали ему во время путешествия, и его смертная мать Даная. Да, та самая. Показанная с младенцем Персеем. Все эти статуэтки сделаны в том же стиле, что и сам Персей, и прибыли сюда из метаморфоз Овидия. Кстати, когда герцогиня Элеонора Толецкая увидела эти статуэтки, они ей так понравились, что она потребовала установить их в ее апартаментах в Палаццо Веккио, а не на пьедестале. Челлини дождался, пока она уедет из города, и поставил их там, где задумывал, чем вызвал страшный гнев великой герцогини. Пьедестал был реставрирован в 2000 году и с тех пор находится здесь, в Барджелло. На площади теперь копия. Итак, 27 апреля 1551 года со статуи было снято полотно. По-видимому, Челлини по какой-то причине торопился с открытием, поскольку еще не закончил работу над некоторыми частями, которые были установлены позже. Козимо I наблюдал за реакцией публики из окна Палаццо Веккио. А реакция была весьма благоприятной. Персей был большой победой мастера, и она была признана всеми флорентийцами, хотя они, как мы уже говорили, привыкли к хорошей скульптуре. Козимо потребовал даже держать двери мастерской Челлини открытыми, чтобы флорентийцы видели, какого рода высокое искусство он, Козимо де Медичи, поддерживает в городе, кому патронирует. Во всяком случае, так пишет Челлини в автобиографии. Нельзя забывать, что и в политическом отношении Козимо должен был противопоставить что-то донателловской Юдифи, которая выражала республиканские чаяния. Кстати, это копия, оригинал сейчас в Палаццо Веккио. Эти две работы часто сравнивают. Действительно, на обеих герой и героиня стоят с поднятой рукой в момент победы, с головой поверженного врага. Но задача, которая стояла перед Донателло, была попроще из-за композиции и размера. Да и времена были другие, все-таки почти век прошел, технология на месте не стояла. В общем, Персей стал самой большой и самой сложной бронзовой статуей, отлитой во Флоренции. Да, мы помним, что Персей не может смотреть на Медузу Горгону, иначе он окаменеет. Поэтому он смотрит вниз. И при всем этом Челлини очень быстро понял, к своему ужасу, что во Флоренции столько высококлассных скульпторов, что он и надеяться не может на такую же оплату своих работ, какую получал во Франции. Что, как бы хорош он ни был, ему придется бороться за доход хотя бы близкий к тому, который имеют признанные флорентийские мастера. В конце концов, он был счастлив,
когда ему назначили примерно 2/3 от того, что получал Вазари. Да и эту зарплату ему платили весьма нерегулярно, задерживая иногда на годы. Но достаточно о Персее. Хотя нет, вот еще одно. Если посмотреть на Персея сзади, то его голова похожа на портрет. Портрет и есть, точнее, автопортрет. Такой вот двуликий Янус. Челлини любил такие шарады. Ну, вот теперь, пожалуй, все о Персее. Тут, правда, есть еще челлиниевский рельеф «Спасение Андромеды». Его, правда, за стеклом плохо видно. Но это следующий подвиг Персея, о нем мы говорить не будем. А поговорим лучше о другой, очень важной работе Челлини. Важной с точки зрения его ожиданий, но на этот раз ожидание не оправдавшее. Примерно в 1545-м Челлини создает большой бюст Козимо I. Дело в том, что примерно за год до этого свой бюст Козимо начал уже хорошо нам знакомый Баччо Бандинелли, бывший тогда в должности скульптора Медицейского двора. А Челлини никак не мог упустить возможность тесного сотрудничества с герцогом. Он ведь хотел стать при нем первым скульптором, тем более, что он уже работал к этому времени над Персеем. А Баччо легко первенство не отдавал. Мы помним, что он сделал с Аманати, причем дважды. Мы говорили об этом в первых фильмах о Барджелло. Да к тому же Челлини ненавидел Бандинелли и как человека, и как художника. В общем, ситуация была весьма серьезной. Но и тут Челлини оказался на высоте. В соответствии с законами классицизма Бандинелли изобразил герцога холодным и безжизненным, как положено было изображать императоров. Челлини же показывает живого человека, сильного, своенравного, обладающего непобедимой волей. Это очень похожий портрет, даже родинка на левой щеке присутствует. Одеяния, вот эти древние доспехи, Козимо выбрал сам. Тем не менее, портрет Козимо не показался. Он его купил, да, но сослал в крепость Портоферрайо на остров Эльба. Да, на тот самый, где бюст и простоял до конца XVIII века. Наполеон его чуть-чуть не застал. Существует еще один бюст Козимо I в Сан-Франциско, гораздо менее убедительный, и не доказано, сам ли Челлини его делал, руководил ли он работой ученика, или этот бюст вообще не имеет отношения к Челлини. Ну вот, примерно в это же время Козимо I получил в подарок от Стефана Колонна, принца Палестрины, это область рядом с Римом. Колонна в это время командовал флорентийским ополчением во время осады города. Так вот, Козимо получил от него такой небольшой сундучок с античным торсом. Увидев сундучок, Челлини восхитился этим торсом. Тогда Козимо и сказал: «Так реставрируй его». Некоторым образом результатом этого был Ганимед, сын троянского царя, из-за своей красоты похищенный богами, которые сделали его виночерпием на Олимпе и возлюбленным Зевса. Естественно, Ганимеду была дарована вечная молодость. Это очень популярная тема в античном искусстве.
да и не только в античном. Для этой скульптуры Козимо специально заказал блок греческого мрамора, в соответствии с темой. Правда, очень невысокого качества, но такой огромный, что Челлини ухитрился выкроить из него еще и нарцисса. Теперь эти две работы стоят рядом в Барджелло. У этой статуи тоже было, так сказать, тяжелое детство. В 1557 она была еще в работе. Разразилось большое наводнение. Статуя была сломана, Челлини ее восстановил. Но потом нарцисс довольно долго стоял под открытым небом в Боболи Гарденс, поэтому дошел до нас сильно поврежденным. Тогда же была сделана и эта группа «Аполлон и Гиацинт». То есть сделана-то она как сколок с Микеланджело, но совершенно без огонька, как говорили пионер-вожатые в советские времена. Более примитивно, тут фронтальная композиция, как будто Микеланджело ничему Челлини не научил. Но даже и у больших художников случаются неудачи. И вообще, надо сказать, что хотя Челлини и называл своим учителем Микеланджело, это верно лишь в том смысле, что Микеланджело был отцом всего нового искусства, поскольку взгляд на человеческое тело у Челлини совсем иной. И как тут не привести вот этот отрывок из письма? Микеланджело нет равных в лепке пластического пространства. Именно в этой области его идеи могучи на все века вперед. Обрати внимание на его рабов, выступающих из камня, на скорбную пиету, похожую на оползень. Потом взгляни на работы его современников, и тогда тебе откроется другой Микеланджело, дерзкий, бесстрашный, по сей день озаряющий нас своими идеями. Целиком художника можно узреть лишь в связях и противопоставлениях современникам и их техническим приемам. Тогда станет ясно, в чем его принципиальное отличие, что он позаимствовал, кто он на самом деле. Это слова замечательной художницы Фридл Дикер, которая во время Второй мировой попала в Терезин, а затем в Освенцим. И в Терезине она осталась верна себе, устроив в лагере подпольную школу живописи для детей. Есть замечательная книга о ней писателя Елены Макаровой, дочери Инны Леснянской. Елена Макарова провела огромную работу в нескольких странах и буквально спасла память о Фридл Дикер. Но вернемся в Барджелло. Видимо, у Челлини и у самого душа не лежала к этой группе, она осталась неоконченной и стояла в мастерской Челлини до его смерти. Потом попала в руки Франческо I де Медичи и, в конце концов, оказалась в Барджелло. Здесь, в Барджелло, есть еще работы Челлини, например, вот эта небольшая бронза. Или это. Интересно, кстати, довольно много работ Челлини в Дрездене. Но, пожалуй, достаточно о нем. В заключение можно сказать, что Челлини продолжал свой бурный образ жизни, попал снова в тюрьму за убийство, драку,
Выкупил его за огромные деньги великий герцог. Через год он снова попал в тюрьму, был лишен гражданских прав, на этот раз за сексуальную нетрадиционность. И снова Козимо вытащил его из тюрьмы. Челлини участвовал еще в конкурсе на создание фонтана «Нептун» на Пьяцца делла Синьория, но потерпел неудачу, заказ ушел к Аманати. Мы об этом говорили в нашем первом фильме о Барджелло. Вот таким интересным человеком был великий скульптор Бенвенуто Челлини.